После того, как 7 смертных грехов победили силы зла, жители королевства Лионес также постепенно вернулись к мирной жизни. Из разыскиваемых преступников 7 смертных грехов превратились в героев королевства. В ту ночь Бан сказал Мелиодасу, что он временно покинет 7 смертных грехов и вернется в лес короля фей. На следующий день король Бартра наградил группу Мелиодаса медалями за их победу. Но ниже приведены несколько недовольных чиновников. Эти трое – члены плеяд Лазурного неба. Они хотят испытать силу 7 смертных грехов, поэтому вызывают капитана Мелиодаса на дуэль. Хоук видит, что сила этих троих мужчин слаба, основываясь на серьге, которую дал ему Мерлин. Эта серьга называется волшебный глаз Балора. В легенде Балор – властный бог, который сеет бедствие. Благодаря этому ястреб получает возможность видеть статистику уровня силы противника. В этот момент один из них делает шаг вперед, чтобы бросить вызов Мелиодасу, но тот мгновенно побеждается одним ударом. Но этот парень отказывается признать поражение, он использует серию ударов, чтобы атаковать Мелиодаса, и в итоге ломает ему 10 пальцев. Мелиодас наносит ему лишь легкие удары и заставляет его катиться как мячик. Увидев силу 7 смертных грехов, оставшиеся мужчины подхватывают своего друга и немедленно убегают. Затем ястреб пытается узнать статистику силы своих товарищей по команде. В результате получается, что все они намного сильнее его. Капитан Лоскутков кажется очень расстроен, потому что уровень силы каждого составляет от 300 до 4000, в то время как ему всего 30. Кинг сегодня тоже не присутствует на церемонии награждения, потому что он уходит с группой «Отправляйся в леса короля фей». Позже по дороге группа столкнулась с 3 рыцарями. Это темноволосый парень по имени Гриамор, который является сыном великого рыцаря Дрейфуса, чей отец был убит великим святым рыцарем Хендриксоном. Хоук наблюдает за их показателями силы и видит, что у всех них уровень силы ниже 2000. 3 рыцаря все еще не понимают, почему Дрейфус и Хендриксон так обошлись с ними. Всем так хорошо. Но они выпили крови демонов и стали злыми. В этот момент столицу внезапно сотрясает сильная дрожь. Но что еще более пугает, так это то, что Мелиода чувствует, что что-то темное вернулось. В другом месте Дрейфус и Хендриксон все еще живы. Дрейфус успешно ломает печать, пробуждая группу незнакомцев. Они называются 10 заповедей. Это чрезвычайно могущественная группа из 10 элитных воинов, которые являются самыми сильными среди клана демонов. Печать сломала рукоять Мелиоды и кровь Элизабет, потому что Элизабет тесно связана с кланом богини. После 3000 лет запечатывания 10 заповедей вернулись, чтобы отомстить человечеству. На следующий день по дороге в лес короля фей Бан обнаруживает, что Джерико молча следует за ним и королем. Оказывается, после того, как Джерико был спасен Баном, она влюбилась в него. Как только они увидели лес короля фей, король почувствовал знакомый источник магической энергии, но его люди не приветствовали его, потому что 700 лет назад он покинул их. Элейн была убита расой демонов, потому что у нее не было опекуна. Тем временем Бана все почитают и называют королем фей, потому что он победил демонов, чтобы отомстить за Элейн и спасти лес. На этот раз Бан приходит навестить могилу Элейн. Чего бы это ни стоило, Бан хочет оживить ее. В это время, находясь во дворце, на основании данных из древних книг, 3 рыцаря выясняют причину демонизации Дрейфуса и Хендриксона. Это произошло потому, что они были одержимы какой-то злой силой. 3 рыцаря решили покинуть Капитолий, чтобы выяснить правду. С тех пор, как появился Тремор, Элизабет всегда чувствовала, что Мелиодас ведет себя странно. Она встречается с Дианой, чтобы обсудить свои опасения. Диана рассказывает ей, что Мелиодас – капитан 7 смертных грехов. Его ничто не остановит. Диана вспоминает свои воспоминания, и только когда Кинг ушел, она осознала свои чувства к нему. Между тем, Кинг изначально был защитником леса короля фей и королевства фей. Но теперь он изгнан своим собственным народом. Хелбрам появляется, чтобы утешить Кинга, его душа все еще находится в шляпе, которую носит король. Хелбрам говорит Кингу, что Элейн никогда не винила его за то, что он ушел, она просто хочет попросить Кинга защитить Бана. Однако Бан видит, что Кинг разговаривает сам с собой и думает, что у него что-то не в порядке с головой. Затем Бан рассказывает Кингу, что к Диане вернулась память. Возможно, теперь она с нетерпением ждет возвращения Кинга. В другом месте Мерлин дает Гаутеру фиолетовое зелье и велит ему принимать по 1 таблетке в день. Но когда он выходит, то выбрасывает это зелье. И позже ястреб съедает это зелье. Гаутер собирается пойти на свидание с Жилла, когда угорь ее брата внезапно теряет память по неизвестным причинам. Однако Гиллис говорит, что у нее нет брата, и что Гаутер ее единственный родственник. Оказывается, Гаутер изменил их воспоминания, ему нужно было сердце, которое понимало бы их чувства. Поэтому он устранил слабые места в сознании Джилы и заменил их теми воспоминаниями, которые ему были нужны. Но для Дианы это всего лишь поддельные эмоции, вызванные нереальными воспоминаниями. То, что Гаутер так поступает, несправедливо по отношению к брату Джилы. Гаутер никому не позволяет вмешиваться в его отношения с Гиллой. Поэтому он использует технику затемнения, чтобы вырубить всех в радиусе 3 миль. Однако Диана обладает сопротивлением к магии, так что этот прием на нее никак не повлияет. К счастью, группа появляется вовремя, до того, как эти двое уничтожат
содержат столицу. Гаутер велит всем посадить его в тюрьму, пока он не перестал быть самим собой. Позже Гаутер восстанавливает все воспоминания Джилы и ее брата. Мелиодас заставляет Гаутера склонить голову и извиниться перед ними. Но Гила благодарит Гаутера за то, что, изменяя ее воспоминания, он случайно вернул ей счастливые воспоминания о прошлом. В это время внезапно появляется группа наемников, которая раньше помогала всем. Неожиданно оказалось, что они младшие сестры Марин и называют ее старшей сестрой. Мерлин использует магию абсолютного уничтожения, чтобы временно вернуть Гаутеру его первоначальную форму. Оказывается, что сам Гаутер – это кукла. Однако люди привыкли к таким странным вещам. Так что проблема Гаутера временно решена. Во время разговора никто не замечает, что глаза Дианы внезапно меняют цвет. Но она лишь слегка ошеломлена, и ничего не происходит. В этот момент Мерлин чувствует странную магию, появляющуюся в столице королевства Камелот. Так что все немедленно бегут туда. Они видят гигантского монстра, направляющегося к городу, и узнают в нем великого зверя Альбиона, оружие разрушения, созданное кланом демонов в древние времена. Альбион атакует город, но натыкается на энергетический щит, который Мерлин подготовил заранее. Однако он действует недолго. Альбион прорывает оборону. В тот момент, когда он хочет сжечь столицу Камелота, Мелиодас внезапно наносит мощный контрудар. Воспользовавшись возможностью, Мелиодас и Артур бросаются в атаку на него. Но Артура ловят, в результате чего Мелиодас спасает его и ломает его меч. К счастью, Мерлин хранит священное сокровище Мелиодаса. Она купила меч после того, как Мелиодас продал его в ломбард 10 лет назад. Мелиодас забрал священное сокровище, которое значительно увеличило его силу. Он легко отрубил зверю руку, и Мелиодас в конечном итоге использовал технику клонирования в сочетании с полным противодействием, чтобы уничтожить Альбион. В это время в лесу короля фей не только король, но даже Джерико были изгнаны из леса, потому что она человек. Король чувствует, что весь лес быстро растет. Оказывается, раз в год Бан будет приходить в это место, чтобы поделиться с лесом частью своей силы. То, что оживило лес, это кровь Бана. Однако старейшине волшебной расы не нравится Бан, потому что он человек. Для нее король единственный, кто может унаследовать трон короля фей. Внезапно лесные феи убегают, потому что обнаруживают, что в лес вторглось гигантское чудовище. К этому времени Хендриксон уже покинул людей, принадлежащих к расе демонов. Он вернулся к нормальной жизни, потому что демон, который вселился в него, теперь вселился в тело Дрейфуса. Хендриксон хочет предупредить всех о 10 заповедях, цель которых погрузить мир людей в ужас и отчаяние. Появление великого зверя Альбиона в столице Камелоте было началом, и теперь настала очередь леса короля фей подвергнуться нападению расы демонов. Король быстро появляется, чтобы защитить лес. Он активирует копье духа 4-й конфигурации подсолнух, чтобы противостоять разрушительному свету монстра напрямую. Хотя Кинг сбит с ног и серьезно ранен, он все еще отказывается отступать, потому что за его спиной находится его родина. Джерико бежит к Бану за помощью, но теперь его удерживает старейшина. Хотя Бан сказал, что хочет только оживить Элейн и не заинтересован в том, чтобы стать королем фей, она все равно ему не верит. Затем между ними завязывается драка. Из-за того, что он защищал Элейн, Бан получил травму. Чудовище вот-вот приблизится к великому дереву. Старейшина сразу же узнает в нем оружие расы демонов, которое было запечатано 3,5 года назад. Король и медведь сражаются с чудовищем. Хотя король и использовал 5-е увеличение конфигурации, этого все равно недостаточно, чтобы победить его. Наконец, монстр взмахивает рукой и разрубает огромное дерево пополам. Видя, как король изо всех сил старается защитить лес, феи бросаются сражаться с чудовищем. Увидев раненых фей, король приходит в ярость. Он активирует сильнейшую форму священного сокровища, карающее копье истинного духа, и пронзает тело монстра. Очень быстро монстр превращается в пыль. В другом месте 10 заповедей показывают, что монстр побежден. Они не ожидают, что в эту эпоху все еще есть люди, достаточно сильные, чтобы противостоять расе демонов. Первый монстр погиб от собственной атаки, а второй был убит в волшебном лесу. На этот раз в бой вступит одна из 10 заповедей. На данный момент, благодаря объяснениям Мелиоты, все знают о существовании 10 заповедей. Священное сокровище может помочь клону Мелиоты, но его сила также будет разделена поровну между 5 клонами. Внезапно с неба что-то упало. Тот, кто появился как Галант, является одной из 10 заповедей. Ястреб видит, что уровень силы Галанта равен 26, что является чрезвычайно пугающим числом. Он сильнее любого из 7 смертных грехов. Одной атакой Галант уничтожает целый город, превращая его в пыль. Мелиодас немедленно клонирует себя, чтобы атаковать Галанда, но он все еще не может добраться до него. Все клоны Мелиодаса быстро терпят поражение. Диана возвращается к своей гигантской форме, но она также не может сравниться с Галандом. Галанд телепортируется за спину Мерлина и нападает на него.
нее. К счастью, ее младший спасает ее, в результате чего он теряет руку. Поскольку враг слишком силен, Мерлин притворяется, что сдается, чтобы выиграть время, но вскоре она просто окаменевает. Оказывается, что любой, кто вет Голланду, превратится в камень. Нет никакого способа противостоять этой заповеди, данной королем демонов. Рыцари королевства спешат напасть на Голланд, но их тут же убивают. Не имея другого выбора, Мелиодас активирует силу расы демонов, чтобы сражаться. Тем временем в 10 заповедях обсуждается уничтожение человечества, когда два человека приходят требовать деньги за защиту. Они говорят, что это их месторождение полезных ископаемых, и просят 10 заповедей уйти. 10 заповедей немедленно поглощают души этих двух людей. Одна из них открывает кольцо призыва, чтобы отправить своих приспешников в соседнюю деревню за человеческими душами. В этот момент Мелиодас хочет использовать силу расы демонов, чтобы победить Голланда, но Голланд все равно пронзает его копьем. В глазах Галена Мелиодас вероломный воин, который стал слабым после того, как перешел на сторону людей. Гален уничтожает окаменевшее тело Мерлина и выходит вперед, чтобы напасть на Елизавету и короля Артура. К счастью, он не может разрушить барьер, защищающий их, поэтому он уходит, не осознавая, что что-то цепляется за него. После того, как Галант ушел, Гаутер медленно появляется и весело улыбается. Тем временем 3 рыцаря идут по дороге, когда замечают что-то странное. Они видят группу людей, которые стоят так, словно потеряли свои души. Оказывается, что люди в соседней деревне подвергаются нападению демона, который забирает их души. Это тот же самый тип красного демона, который однажды напал на лес короля фей. Троица немедленно отправляется в деревню и комбинирует действия, чтобы уничтожить демона. Души возвращаются в свои тела. Но сразу после этого появляется белый демон, который сильнее красного демона. Он выглядит точно так же, как демон, у которого Хендриксон брал кровь. В это время внезапно появляется Хендриксон, шокируя всю троицу. Они думают, что он погиб в битве с Мелиодасом. Хендриксон показывает, что не только он, но даже Дрейфус все еще жив. Сыну Дрейфуса, Гриамору, очень трудно в это поверить. Хендриксон предлагает поработать с этим трио, чтобы победить этого монстра. Благодаря помощи Хендриксона трио успешно побеждает монстра. Хендриксон использует чистку, чтобы стереть его душу. Чистка – это секретная техника Заратры. Он отец Гела Грома. Я сердито спрашиваю Хендриксона, почему он убил своего отца. Хендриксон рассказывает, что 10 лет назад на территории королевства Лайн внезапно образовалась огромная дыра. Король поручил ему расследовать это дело вместе с Дрейфусом, и они отправились туда. В тот год они все еще были юными рыцарями, полными энтузиазма, преданными только своей стране и наслаждавшимися простыми семейными развлечениями. Достигнув дна червоточины, они обнаружили, что там обитает чрезвычайно злобное существо. Они спешат завладеть телом Дрейфуса. Но желание Дрейфуса сопротивляться было настолько сильным, что оно обратилось к Хендриксону и успешно завладело его телом. Дрейфус не осмелился убить его, опасаясь причинить вред телу Хендриксона. Оно использовало жизнь Хендриксона, чтобы угрожать Дрейфусу. Не имея другого выбора, Дрейфус перестал сопротивляться и позволил ему завладеть своим телом. Затем оно планировало убить великого рыцаря Заратраса и возложить всю вину на 7 смертных грехов. Люди говорили, что это существо было демоном по имени Фраудрин. 16 лет назад оно убило девушку, которую Мелиодас любил больше всего на свете. К этому времени Мелиодас пришел в сознание, и, что удивительно, все получили лишь легкие ранения. Оказывается, пока Галант не обращал на это внимания, Кфтер незаметно изменил его воспоминания, заставив его думать, что он убил всех. Мерлин просит Кфтера надеть волшебный браслет, чтобы его сила не вышла из-под контроля. Сила повеления слишком сильна, так что Мерлин никак не может вернуться к своей первоначальной форме. Переживая битву, каждый знает, что такое страх перед 10 заповедями. Более того, есть еще 9 демонов, которые еще не проявили себя. Хотя тело Мерлина окаменело, она все еще может общаться с отрядом через волшебный камень. Мерлин говорит, что сейчас самое важное для всех, кроме капитана Ястреба, найти способ повысить свой уровень силы. Чем больше демоны поглощают души людей, тем труднее с ними будет справиться. Команда должна постараться сократить разрыв в силе между двумя сторонами в кратчайшие сроки. Для этого всем нужно найти последнего участника 7 смертных грехов. Это Исканнер, грех гордыни. Король возвращается, чтобы собраться с командой после того, как уладит дела в лесу короля фей. Однако, когда он снова встречает Диану, король обнаруживает, что она внезапно потеряла память и забыла, кто он такой. За исключением Мелиодаса, Диана никого из них не узнает. Согласно предположению Мерлина, возможно, что Диана страдала амнезией из-за травмы головы во время своей предыдущей жизни. Сразись с Галантом. Но через некоторое время все узнают, что Диана пропала. Оказывается, что собиратель стер ее воспоминания, чтобы проверить
проверить правильность сказанных ею слов. В ярости король бьет собирателя по лицу. Затем они все отправились на поиски Дианы. 16 лет назад Диана когда-то принадлежала к расе великанов. Они готовы были драться за кого угодно, лишь бы гости предложили справедливую цену. Эти деньги идут на то, чтобы прокормить людей племени. Предводительницей племени является девушка по имени Матрона. Великаны были воинственным племенем. Они ценили только сильных и считали смерть на поле боя честью для воина. Так что Матрона чрезвычайно тщательно обучала представителей расы гигантов. У Дианы была близкая подруга по имени Долорес. В отличие от других великанов, она не любила драться. Матрона и старейшины оценили потенциал Дианы и планировали обучить ее, чтобы она стала сильнейшей воительницей среди великанов. Узнав об этом, Диана покинула племя, потому что просто хотела свободной и счастливой жизни. Это был также первый раз, когда Диана встретила Мелиодаса. Они стали друзьями. Слушая, как он рассказывает о своих интересных друзьях, Диана почувствовала, что такая жизнь действительно хороша. Несколько лет спустя Диана вернулась домой и узнала, что ее лучшая подруга Долорес была убита бандой грабителей. Матрона сочла это позорной смертью, что привело Диану в ярость. Между ними произошел конфликт, и Матрона преподала Диане урок. Люди расы гигантов жили только ради сражения и гордости. Слабые будут уничтожены, а сильные выживут в этом мире. На следующий день Матрона ввязала Диану в крупномасштабную войну с группой солдат во главе со святым рыцарем Ганоном. Матроне кажется странным, что враги до сих пор не появились, но Ганон сказал, что они, скорее всего, где-то прячутся. Внезапно Матрона попала в ловушку, и на нее посыпались большие камни. Оказывается, все это было подстроено Ганоном. Он хотел уничтожить лидера клана великанов, чтобы поднять свою репутацию. Во время битвы Матрона заблокировала стрелу, выпущенную Дианой. Неожиданно оказалось, что стрела была отравлена Ганоном. Однако Матрона использовала свои последние силы, чтобы уничтожить всех своих врагов. Затем она испустила последний вздох в объятиях Дианы. Хотя Диане теперь стерли память, в глубине души она все еще помнит дорогу домой. Если бы Гоулер не стер воспоминания Дианы, этого бы не случилось, так что Кинг все еще смотрит на него сердитыми глазами. Согласно оставшимся воспоминаниям, Диана собирается отправиться на территорию великанов. Но неожиданно это место стало основой 10 заповедей. Галант удивлен, узнав, что Диана все еще жива, потому что Гаутер изменил его воспоминания, заставив думать, что она погибла в битве при Камелоте. Диана замахивается молотом на Галанда, но тот блокирует ее одной рукой. Затем он контратакует, серьезно ранив Диану. В это время окружающая скала внезапно сдвигается и окружает Галанда, в результате чего он оказывается в ловушке внутри. Оказывается, кто-то спас Диану, и неожиданно оказывается, что Матрона все еще жива после того, как в нее попала ядовитая стрела Ганона. Когда Галон выходит, эти двое уже ушли, что очень его злит. 10 заповедей чувствуют приближение группы Мелиодаса. Один из них вызывает адскую огненную птицу, чтобы напасть на них издалека. Мелиодас просит мать ястреба изменить курс и двигаться на полной скорости. Но птица адского пламени может изменить направление и следовать за ними до конца. Ястреб предполагает, что все погибнут, но его мать проглатывает птицу адского пламени. Однако Мерлин говорит группе, что сейчас неподходящее время для борьбы с 10 заповедями, потому что силы каждого слишком слабы. В прошлом Мерлин разделил силу Мелиодаса, потому что это было слишком опасно. Но теперь им нужна эта сила, чтобы бороться с 10 заповедями. Оставшаяся сила Мелиодаса скрыта в святой земле друидов. Они отправляются в святую землю. После того, как мы войдем внутрь, всех приветствует глава этого места. Однако дядя всего лишь телохранитель, а настоящие лидеры – это две маленькие девочки, стоящие рядом с ним. Одна из девочек ведет Мелиодаса и Элизабет в башню. Именно там скрыта его сила. Если Мелиодас хочет восстановить свою силу, ему нужно пройти испытание здесь. Затем девочка забирает Мелиодаса обратно к водопаду Данаи 16 лет назад. Мелиодас снова встречает Лис, девушку, которую любит больше всего на свете. С другой стороны, Элизабет тоже проходит испытание. Она должна заставить семена болезни прорасти в условиях недостатка воды и света. Мелиодас гуляет с Лис. Из-за того, что иллюзия настолько реальна, он наслаждается этим счастливым временем. Однако мгновение спустя сцена меняется, возвращая Мелиодаса к битве 16-летней давности. Смерть Лис свела его с ума. Его силы также вышли из-под контроля. Тогда время возвращается к тому моменту, когда Мелиодас встретил Лис. Оказывается, что тест Мелиодаса заставит его пройти цикл прошлого сотни раз. Снаружи оставшихся людей отводят в пещеру, чтобы они могли потренироваться здесь. Все встречают нескольких знакомых, в том числе Хендриксона и троицу рыцарей королевства Леона. Они только что прошли обучение в пещере, поэтому выглядит крайне жалко. Тем временем Мелиодас Уилл постоянно подвергается испытаниям, так как это испытание заставляет его сотни раз стать свидетелем смерти Лис. Если Мелиодас продолжит в том же духе, его дух может рухнуть еще до того, как он пройдет испытание. Но несмотря на совет девочки, Мелиодас все еще не хочет прекращать испытание. Он, должно быть, набрался сил, чтобы справиться с 10 заповедями. Для этого ему придется встретиться лицом к лицу со своим прошлым. После
того, как он сотни раз был свидетелем смерти Лис, Мелиодас также отпускает прошлое и смотрит в будущее. Он наконец-то прошел испытание. В другом месте Бан и Джерико покинули волшебный лес и отправились в маленький городок. Вечером, когда они приезжают в мотель, чтобы снять комнату, владелец напоминает им, чтобы они делали это осторожно, потому что кровать в его номере вот-вот сломается. После недолгой беседы Джерико узнает, что Бан жил в этом городе, когда был ребенком. Они обнаруживают, что на улице бандиты избивают человека. Бан избил их, чтобы спасти этого человека. Неожиданно оказалось, что он зверочеловек. Тело этого зверочеловека сейчас очень слабое, поэтому они отказались от единственной кровати, чтобы дать ему отдохнуть. Бан внезапно вспомнил свое прошлое. Его дом был слишком бедным, поэтому ему приходилось воровать еду. И каждый раз его очень жестоко избивали. Находясь в тюрьме за воровство, Бан встретил доброго человека, который дал ему еду. Этого человека зовут Дживага, он профессиональный вор. Неожиданно оказалось, что те дни в тюрьме были самыми счастливыми в жизни Бана. Но выйдя на свободу, Бан столкнулся с жестокой реальностью. Ему больше некуда было идти. Бан попал в ловушку торговцев людьми. Когда его собирались продать в рабство, его случайно спас Джавага. С тех пор эти двое объединились и стали супер-вороватой парой. Джавага передал Бану все свои навыки в воровстве. Они стали самым известным воровским дуэтом в городе. Джавага признался, что причина, по которой он воровал, заключалась в том, что у него был сын, о котором нужно было заботиться. Он также очень беспокоился о Бане и считал его своим вторым сыном. Однажды Бана, к сожалению, поймали на краже. Чивага хотел спасти Бана. Но в это время он услышал, что солдаты поднялись на гору, чтобы поохотиться на зверолюдей. Оказалось, что Чивага тоже был зверочеловеком. Ему пришлось покинуть Бана, чтобы вернуться и спасти своего сына, но в итоге он все равно опоздал. Совершенно неожиданно, что перед ним оказался нынешний Чивага. После многих лет разлуки Бан и Чивага наконец-то встретились снова. Тем временем Мелиодас и Кинг заходят в пещеру, чтобы потренироваться. Кинг внезапно нападает на Мелиодаса и спрашивает, действительно ли он их союзник. Потому что все предыдущие свидетельства указывают на принадлежность Мелиодаса к расе демонов. Король должен подтвердить это ради всеобщей безопасности. Бан больше не ненавидит Чивага за то, что тот бросил его ради спасения своего сына, потому что в той ситуации он поступил бы точно так же. Бан говорит Чивага, что он пил из источника, о котором ему рассказывал Чивага. Чивага не верит, что он существует на самом деле. Пока все говорят, в другом месте какая-то темная сила возвращает мертвых в этот мир. Вернемся к запрету. Он выбирает между любовью и дружбой. Он выбрал Элейн, так что теперь он не осмеливается вернуться и встретиться лицом к лицу с Мелиодасом. Чикаго не хочет, чтобы группа испытывала те же сожаления, что и он, поэтому он советует группе пойти к Мелиодасу и искренне извиниться. После этих слов Дживага уходит навсегда, но на его лице появляется улыбка освобождения. Тем временем битва между Кингом и Мелиодасом прекратилась, но Кинг все еще не доверяет ему полностью. С этого момента Кинг будет следить за каждым шагом Мелиоды, пока тот не станет достоин всеобщего доверия. После того, как они выйдут, глава святилища призовет запечатанную силу Мелиодаса, которая выглядит как гигантский камень. После того, как камень разобьется, все святилище немедленно погрузится во тьму. Очень быстро этот источник энергии будет полностью поглощен телом Мелиоды. Наконец-то ночь рассеялась и свет вернулся. После того, как Мелиодас восстановил свои силы, он попросил Мерлина телепортировать его на базу 10 заповедей. Появление Мелиодаса вызывает у них крайнее удивление. Первый отряд Мелиодаса нападает на Галана за то, что тот ранил его товарищей. Он постоянно нападает на Галана, лишая его возможности сопротивляться. Затем он приказывает Мерлину вернуть его обратно, нарушая 10 заповедей. Чувствуя, что раса демонов подвергается унижению, 10 заповедей решают не оставлять это дело без внимания. Некоторое время спустя Хоук и другие также завершают свое обучение. Но Элизабет потерпела неудачу. Несмотря на это, Мелиодас не винит ее. Как оказалось, одна из двух лидеров уже давно испытывает чувства к Мелиодасу, поэтому она дала Элизабет семя, которое не смогло прорасти. После прохождения испытания на Святой Земле, показатели силы каждого из них значительно возросли. Хоук говорит, что его проглотил дракон, но он съел его изнутри и приобрел новый навык. Теперь группе просто нужно найти последнего участника 7 смертных грехов. Прямо сейчас 10 заповедей нападают на близлежащие деревни, чтобы забрать человеческие души. Они используют таинственный ритуал Вуду для воскрешения мертвых, включая Элейн. Но когда Элейн возвращается к жизни, ее личность меняется, и даже ее платье становится черным. Она прорывается сквозь пространство, чтобы найти Бана, чуть не убивает Джерико, но, к счастью, Бан останавливает ее. Элейн пинает Бана языком в рот после долгих лет разлуки. Несмотря на то, что Элейн возродилась, ее характер стал злым. Она нападает на Джерико за то, что он сблизился с Баном. Бан пытался все объяснить Элейн, но она напала даже на него. Джерико бросается к Элейн, чтобы повалить ее на землю, и объясняет ей. Из-за конфликта в ее собственных эмоциях, Элейн умоляет кого-нибудь убить ее. Благодаря объятиям группы и романтическим словам, зло в душе Элейн нейтрализовано. Внезапно появляются Гален и Маласкула. Именно Маласкула оживляет Элейн. Гален заходит за спину Бана и разрезает его тело пополам. Однако способность Бана бессмертна, поэтому его раны быстро
заживают. Бан немедленно отвечает Галину своим священным сокровищем. Его непрерывные атаки ошеломили Галана. Однако Маласкула воспользовался возможностью, чтобы вытолкнуть душу Бана из его тела. Галан захватил душу Бана и поглотил ее. Однако Бан все еще может двигаться, удивляет их, а затем забирает Элейн и Джерико, чтобы убежать. Оказывается, душа, которую проглотил Галан, принадлежала Живаго. Он пожертвовал собой, чтобы спасти Бана. В другом месте Дрейфус готовится напасть на город, как вдруг группа незнакомцев называет себя плеядами лазурного неба. Велдри, обладающий способностью любовный драйв, успешно контролирует дух Дрейфуса. Кроме того, на Дрейфуса нападают еще 2 члена плеяд лазурного неба, в результате чего он терпит поражение. В это время за группой Бенда все еще охотятся Галант и Маласкула, которые используют гигантские камни, чтобы атаковать всех подряд. Защищая Бана, Джерико обнаруживает пещеру и забирает всех, чтобы спрятаться внутри. Неожиданно внутри оказывается таверна. Добрый хозяин таверны видит, что банда ранена, и позволяет им спрятаться в подвале. Галант и Маласкула заходят в таверну. К счастью, здешние вина настолько хороши, что им больше нет дела до группы Банда. Они также говорят, что в будущем, если они уничтожат людей, то оставят в живых владельца таверны, потому что он делает очень хорошее вино. Но после того, как он выпил, Гален сказал владельцу, что он действительно знал, что группа Бана прячется в подвале. Он хочет поиграть с владельцем в игру, сразиться 1 на 1 до смерти. После определения того, кто выйдет первым, они по очереди наносят по одному удару за фигуру, и тот, кто умрет первым, проигрывает. Галант машет рукой владельцу, закапывая его в камень. Он обнаруживает, что здесь выставлен большой топор. Несмотря на то, что это одна из 10 заповедей, он все еще не может поднять его. Однако, когда солнце только встает, владелец раскрывает свою истинную личность. Оказывается, что он Эскенер, грех гордыни. Галан выказывает презрение, и Эскенер тут же разрубает его пополам. Но этого все равно недостаточно, чтобы победить воина из 10 заповедей. Галант увеличивает свою силу до максимума, но может нанести Эсканеру только царапину. Когда наступает очередь Эсканера, Галант так пугается, что убегает. Однако это повергло его в оцепенение, потому что он нарушил правила игры. Маласкула произносит заклинания, которые изгоняют душу Эсканера. Но как только она проглатывает это, ее тело начинает сильно гореть из-за того, что душа Эсканера содержит силу солнечного света. В результате Эсканер в одиночку уничтожил сразу 2 элемента 10 заповедей. Несмотря на то, что Маласкула была убита, каким-то образом Элейн все еще существует и избавилась от зла в своем теле. Когда темнеет, Эскана принимает худощавый, болезненный вид, который отличается от его дневного высокомерия. Затем приезжает король и снова встречает свою сестру. В это время Дрейфуса держит у подножия плеяд лазурного неба. Лидер Дензел хочет очистить демона, который вселился в тело Дрейфуса, но случайно заставляет его выйти из-под контроля. В другом месте Диана с удивлением обнаруживает, что Матрона замужем за человеком, который спас ее. Матрона живет со своим мужем и 2 пасынками. Диана пытается разучить танец великана, танец, созданный королем великанов. Она видит птицу-демона, раздающую листовки о Великом фестивале боевых искусств, который состоится в Базиле. Победителю будет предоставлено право исполнить любое желание. Мелиодас решил присоединиться к этому фестивалю в надежде найти там Эсканера и Диану. Организаторы этого фестиваля – 2 члена 10 заповедей. В то время как птицы-демоны раздают листовки, они планируют съесть детей, потому что они голодны. К счастью, Матрона появляется вовремя. Однако дети серьезно ранены. Поэтому она решает присоединиться к фестивалю в поисках чуда, которое могло бы спасти 2 детей. Муж Матроны умоляет Диану защитить ее. Они не знают, что одним из организаторов фестиваля является король великанов Дрол. Между тем, битва между Дрейфусом и Дензилом очень напряженная. В бой неожиданно вступает еще один рыцарь. Дрейфус хочет убежать, но не может преодолеть барьер. Однако барьер быстро разрушается, потому что появляется один из членов 10 заповедей. Он представляет собой серую дорогу пацифизма 10 заповедей. Дензел знает, что ему не сравниться с 10 заповедями, поэтому ему остается только забыть о них. Перед уходом Дрейфус рассказывает, что еще один участник 10 заповедей еще не появился. Этот парень не может вспомнить, кто он такой, потому что на него наложено проклятие из-за его заповеди. Тем временем, прежде чем Эсканер соберется с группой Мелиоты, он хочет доставить вино своему конечному покупателю. Матрона и Диана прибывают в деревню Василь, где проходит фестиваль. Первое испытание – это лабиринт смерти. Этот лабиринт был создан королем великанов Дроллом, поэтому его было нелегко разрушить. Они постоянно натыкаются на множество ловушек, пока не возникает иллюзия, разделяющая их. Чувствуя себя беспомощной из-за того, что не смогла найти выход, Диана проспала до ночи и была разбужена Элизабет. Оказывается, группа Мелиоды тоже вошла в лабиринт и разделилась. Хотя Диана, страдающая амнезией, не узнает Элизабет и Хоука, она все равно помогает им, когда они в опасности. Они втроем заходят на болото, и несколько гигантских пиявок присасываются к ее ногам. Элизабет помогает ей удалить всех пиявок с ее тела, и Диана очень благодарна ей за это. После этого случая они стали еще ближе. Пройдя немного дальше, они
сталкиваются с существом, которое может копировать внешность человека. Поскольку это существо скопировало облик Мелиодаса, Диана не может сражаться. Внезапно фальшивого Мелиодаса уносит ветром. Оказывается, что Гил и Хаузер тоже приехали на фестиваль. Монстр пытается съесть ястреба, но неожиданно его съедает ястреб, и ястреб успешно приобретает новый навык. Затем появляется мать монстра. Из-за того, что его кожа слишком скользкая, атака Дианы не срабатывает. К счастью, монстра заморозил маг. Оказывается, в лабиринт вошла не только группа Мелиодаса, но и множество других сильных воинов. В другом месте Мелиодас устраивает барбекю с Артуром, когда натыкается на Бана. Эти двое приветствуют друг друга нежными эмоциональными ударами по щекам. Мелиодас чувствует присутствие Элизабет по ту сторону стены. Так что Бан и Мелиодас используют свою силу, чтобы разрушить стену. Их сила атаки превышает скорость восстановления лабиринта, поэтому они успешно проделывают большую дыру в стене, чтобы собраться с группой Элизабет. После преодоления ловушек в лабиринте группа Мелиоды приближается к конечному пункту назначения. Могущественные воины также приблизились к этому месту. В это время появляются два члена 10 заповедей. Приступим к новому испытанию. Глаксиния уничтожает слабых воинов, которые не смогли пройти лабиринт. Король признает Глаксинию первым королем леса короля фей. Гаутер также прошел лабиринт, чтобы принять участие в финальном испытании. Приземляясь, он наступил на тело Эскора. Почувствовав, что Эскор слишком слаб и шумит, Глаксиния использует копье духа, чтобы пронзить его тело в качестве предупреждения. Затем Глаксиния использует копье духа, чтобы обработать рану Эсканера, как будто ничего не случилось. Дролл создает боевые кольца и делит участвующих воинов на команды по двое. Мелиодас в той же команде, что и Бан. Остальные команды также очень сильны, и воины обладают таинственными способностями. Команда, у которой нет надежды на победу, это Эсканер в тонкой форме и свиной ястреб. Поскольку команд всего 15, два участника 10 заповедей создают своих кукол в качестве команды для участия в этом раунде. 16 команд будут сражаться друг с другом до смерти или до поражения. Победитель переходит к следующему испытанию. В первом матче Элизабет и Элейн сразятся с братьями-ассасинами. Другие не должны вмешиваться в войну. Двое ассасинов видят, что Элейн слишком сильна, поэтому они бросают дымовые шашки и выпускают змею, которая кусает Элизабет. Однако им все равно не справиться с Элейн. Элизабет все еще использует свои силы, чтобы исцелить их, несмотря на их попытки убить ее. Команда-победитель примет участие в новом испытании, а проигравшая команда будет убита. Во втором раунде Мелиодас и Банд встретятся лицом к лицу с двумя монстрами из расы демонов. Эти двое просто спорят друг с другом о своем возлюбленном, несмотря на то, что монстры нападают на них. К тому времени, когда они оба замечают двух птиц, они не понимают, почему птицы мертвы. В третьем раунде Кинг и Диана сражаются с куклами из 10 заповедей. Кукла из грязи уничтожена королевским медведем, в то время как цветочная кукла, управляющая Дианой, также уничтожена королем. Однако на короля напали, когда он спасал Диану. Диана вызывает двух големов, чтобы атаковать врага, но они быстро уничтожаются. Кинг говорит, что способность призывать големов сильна только тогда, когда призывающий имеет в виду четкие схемы действий. Диана призывает големов, которые принимают форму друзей, которым она больше всего доверяет. Вместе они успешно уничтожают кукол из 10 заповедей. В четвертом матче Джерико не хочет драться со своими друзьями, но Гаутер просто хочет победить любой ценой. Не имея другого выбора, Гаутер вырубает Джерико первого, а затем атакует Эсканера и Хоука. Затем Гаутер использует свой навык рассказчика кошмаров, чтобы атаковать разум Эсканера. В прошлом Эсканер был принцем королевства, и только потому, что он обладал силой, превосходящей человеческую, все считали его монстром. Пока Эсканер не встретил Мелиодаса и Мерлина. Они помогли ему контролировать свои силы. Гаутер хочет использовать Мерлина, чтобы заставить Эсканера погрузиться в ночные кошмары, но он не знает, что Мерлин – это свет в его темной жизни. В результате Гаутер случайно пробуждает способности Эсканера. Эсканер призывает свое священное сокровище и высвобождает силу, которая беспокоит обоих воинов 10 заповедей. В то же время Гаутер также высвобождает силу своего священного сокровища, чтобы атаковать Эсканера. Стрела Гаутера пронзила тело Эсканера. Однако движение Эсканера направлено не на Гаутера, а на двух членов 10 заповедей. В этот момент Мелиодаса больше не волнует соперничество. Он достает свой меч, чтобы разрубить руки Дролла. Но Дролл все еще может использовать магию двумя другими руками, чтобы заключить всех в тюрьму. Мелиодас в гневе отрубил ему две другие руки. К счастью, есть маг, который владеет магией телепортации, поэтому он телепортирует их всех в безопасное место. Когда Мелиодас узнает, что участники достигли безопасного места, Мелиодас начинает высвобождать свою истинную силу. Он бросается в атаку на Глаксинию, но Дролл также восстанавливает свои руки, чтобы вернуться в бой. Однако Мелиодас по-прежнему один и способен сражаться с двумя членами 10 заповедей одновременно. Даже если Глаксиния способна исцелять себя снова и снова, сила Мелиодаса по-прежнему полностью подавляет его. Когда Мелиодас собирается покончить
покончить с ними, прибывают оставшиеся члены 10 заповедей. В прошлый раз Маласкула была обожжена эсканером, но ей повезло, что она осталась жива. Матч 1 против 2 превратился в матч 1 против 9. Несмотря на это, Мелиодас не выказывает страха. Он замахивается мечом на того, кто стоит перед ним. Но скорость выхватывания у этого парня выше, чем у Мелиодаса. Серый путь использует эту возможность, чтобы наложить проклятие на Мелиодаса. Если Мелиодас сбежит из этого места, то проклятие вернет его обратно в это место. Не имея другого выбора, Мелиодас вынужден бороться с 10 заповедями прямо здесь. Шансы Мелиодаса на победу равны нулю. 10 заповедей знают, что присутствие Мелиодаса представляет для них угрозу, поэтому они хотят использовать всю свою силу, чтобы уничтожить его. Члены группы по очереди обрушивают на Мелиодаса свою самую сильную атаку, но они не знают, что это и есть ловушка, которую приготовил Мелиодас. Получив большое количество урона, он использует полный контратакующий навык, чтобы атаковать 10 заповедей. Когда он собирается покончить с ними, появляется Эстеросса и блокирует атаку Мелиодаса. Эстеросса и Зелдрис – младшие братья Мелиодаса. Эстеросса раскрывает секрет, который заставляет всех, кто наблюдает за битвой снаружи, паниковать. Оказывается, что Мелиодас когда-то 3000 лет назад был лидером 10 заповедей, безжалостным человеком, которого сочли достойным унаследовать трон короля демонов. Но по какой-то причине ему пришлось предать расу демонов и убить 2 членов 10 заповедей. Эти 2 вакансии позже были заполнены Дроллом и Глаксинией. Но с тех пор, как Мелиодас предал их, баланс рас был нарушен. Раса богинь быстро воспользовалась этой возможностью, чтобы объединиться с остальными расами и запечатать расу демонов на 3 года. Чтобы отплатить за унижение, причиненное эсканером, Меласкула просит Эстероссу позволить ей убить Мелиодаса. Не в силах смотреть, как умирает Мелиодас, Бент прощается с Еленой, потому что знает, что если он убьет Меласкулу, душа Элейн тоже вернется в мир мертвых. Бана телепортирует на поле боя маг, который на короткое время скрыл присутствие Бана. Бан ломает шею Меласкуле и разбивает все ее сердца. Когда он собирается забрать Мелиодаса, Эстераса останавливает его. В телах демонов высшего класса есть 7 сердец, поэтому Эстераса использует 7 мечей, чтобы уничтожить 7 сердец Мелиодаса. Ван делает все возможное, чтобы остановить Эстеру, но все становится безнадежным, когда Мелиодас уничтожает свое последнее сердце. Наблюдая смерть Мелиодаса собственными глазами, члены 7 смертных грехов испытывают невыносимую боль, но они не могли сделать ничего другого, потому что 10 заповедей были слишком сильны. Некоторое время спустя члены 7 смертных грехов разделились, чтобы бороться с вторжением расы демонов. 10 заповедей призвали множество демонов из их мира, чтобы уничтожить королевство Леонис. Пока идет война между людьми и демонами, Элизабет и Хоук продолжают управлять пабом Мелиодаса. Элизабет верит, что Мелиодас просто спит и однажды проснется. Как раз в тот момент, когда ястреб моет пол, в комнату входит ночь. Совершенно неожиданно. Это великий святой рыцарь Заратрас, который является отцом Гилтандера и был убит 10 лет назад. Похоже, что его вернула к жизни магия Меласкулы. Заратрас не осмеливается снова увидеть своего сына, опасаясь, что тот будет шокирован. Осмотрев тело Мелиоты, Заратрас произносит заклинание, которое переносит Элизабет и Хоука во внутренний мир Мелиоты. После битвы при Данифоле Мелиодас спас младенца. Этот ребенок позже был усыновлен королем Бартрой. Этот ребенок – 3-я принцесса Елизавета. С тех пор Мелиодас стал рыцарем, чтобы защищать Елизавету. Но Елизавета была слишком мала, чтобы помнить эти воспоминания. Позже Заратрас был убит, и разыскивались 7 смертных грехов, поэтому Мелиодас покинул дворец. Тем временем 10 заповедей напали на дворец. Все не могли пошевелиться, когда сталкивались с Эстероссой, потому что ему была дарована заповедь милосердия. Любой, кто столкнется с Эстероссой с ненавистью, потеряет способность причинять боль другим. Однако способность Эстероссы не могла повлиять на Эсканнера, потому что в его сердце нет ненависти, а только гордость. Трав и Зелдрис заставили рыцарей королевства Леонес запаниковать и убежать. И благодаря заповеди Зелдриса в благочестии, любой, кто поворачивается спиной к Зелдрису, считается совершившим акт предательства и обречен служить королю демонов. Внезапно из замка начинает исходить источник силы, что приводит Дрейфуса и Зелдриса в панику. Эстеросса немедленно атакует Эсканнера мощными кулаками. Но Эсканнеру это не повредит. Эсканнер наносит ответный удар, от которого Эстеросса падает на колени. Эстеросса достает свое оружие, а Эсканнер также использует свой топор, чтобы атаковать Эстероссу. Но ранен именно Эсканнер. Оказывается, у Эстероссы также есть полный навык контратаки, но он работает только против физических атак. Эсканнер немедленно вызывает огненный шар, похожий на маленькое солнце, и сбрасывает Адерасу в озеро. Он продолжает использовать магию, чтобы атаковать Адерасу, в результате чего все озеро мгновенно испаряется. Эстера использует темную энергию, чтобы поглотить сына Эсканнера, и использует полную контратаку, серьезно ранив Эсканнера. Эстера думает, что он победил сильнейшего из 7 смертных грехов. Но когда наступает полдень, сила Эсканнера становится еще сильнее. Он нападает на Эстерасу вместе со своим жестоким
жестоким сыном. Идрис беспокоится за Эдерасу, поэтому он спешит поддержать его и тоже попадает под удар Эсканнера. Рыцари подчиняются заповеди благочестия и отправляются к Гилтнеру. Чтобы уничтожить 10 заповедей, Дензел жертвует своей жизнью, призывая представителя расы богинь. Она божественный младший капрал расы богинь Нарабаста. Однако, когда Нарабаста узнает, что ее призвали сюда для борьбы с 10 заповедями, она немедленно убегает. Но ей не удается скрыться от преследования члена 10 заповедей, и она убита одним ударом. Раса демонов почти взяла битву под свой контроль, и падение королевства Лани приближается. Тем временем Элизабет и Сатрас направляются в столицу, чтобы помочь группе Мелиодаса. По пути на них нападают Дерири и Манспит, которые являются членами 10 заповедей. Когда Дерири собирается убить Элизабет, Мелиодас возвращается из мертвых и спасает ее. Боевой уровень Мелиодаса полностью превосходит уровень Дериса, но ее цель всего лишь привлечь внимание Мелиоты, в то время как Манспети нанесет завершающий удар. Но Мелиода спинает Дрири Манспети и использует полную контратаку, чтобы победить их. Тем временем Серая Дорога и Дрейфус атакуют замок. Рыцари Серой Дороги заключены в яйцах. Когда яйца разобьются, люди внутри превратятся в демонов. Бан использует охоту на лис, чтобы украсть их сердца, но у него ничего не получается, потому что у только что вылупившихся демонов не будет сердец. Разъяренный член Плеяд Лазурного Неба бросается уничтожать демона, но это также и ловушка, которую создает Дрейфус. У любого, кто убьет в ее присутствии, будет украдено время, и он быстро состарится, пока не умрет. Столкнувшись с этой опасной ситуацией, волшебница вернулась к своему истинному облику ведьмы Вивиан. Она телепортирует чувство вины в безопасное место. Внезапно появляется мощный источник магии, который замораживает яйца. В этом и заключается сила Мерлина. Мерлин рассказывает, что она заморозила свое собственное время, чтобы ее можно было считать бессмертной. Мало того, она даже говорит, что она дочь Белила Юаня, удивляя Дрейфуса и Грейроуд. Грейроуд впадает в панику и убегает, но не может избежать власти Мерлина. Она держит ее в пробирке для исследования. Демон Фраудрин и тело Дрейфуса быстро убегают, но его останавливает Хендриксон. Однако Хендриксону не сравнится с Флорином. Заратрас приходит поддержать Хендриксона, и Хоук также протягивает им руку помощи. Используя навык очищения, Заратрас успешно изгоняет Фродона из тела Дрейфуса. Несмотря на изгнание, Флорин по-прежнему остается одним из воинов, которым доверяют 10 заповедей. Он легко побеждает Хендриксона. Но поскольку он так долго находился в теле Дрейфуса, у него также есть чувство к сыну Дрейфуса. Воспользовавшись тем, что Флорин отвлекся, Дрейфус успешно побеждает Флорина, который преследовал его последние 10 лет. Однако Флорин все еще жив благодаря своей способности превращаться в гиганта. Но когда появится капитан Семи Смертных Грехов, он отомстит Флорину, потому что именно Флорин убил возлюбленного Мелиоты 20 лет назад. Мелиодас проделывает так много дыр в теле Флорина, что тот не может стоять. Флорин превращает себя в бомбу, чтобы уничтожить королевство Леони. Гриямор бросается обнимать ноги Торина и создает барьер, чтобы защитить всех. Торин не хочет причинять боль Гриямору, поэтому он отменяет заклинание. Он решает использовать свою жизнь, чтобы заплатить за свою ошибку. Не колеблясь, Мелиодас наносит удар кулаком, чтобы прикончить его с жестоким выражением лица. Элизабет и ее группа сообщают что-то странное о Мелиодасе. Затем Элизабет обнимает Мелиодаса и говорит ему, что останется с ним навсегда, несмотря на изменения его личности. Королевство Леонес вернулось к своему первоначальному спокойствию после ожесточенной битвы. Гриамор также избежал проклятия превращения в ребенка после поцелуя принцессы Вероники. Однако битва с 10 заповедями еще не закончена. Зелдрис выбирает королевство Камелот в качестве базы для 10 заповедей. Меласкула все еще жива, что является доказательством того, что душа Элейн еще не покинула этот мир. Следуя предыдущей части, 10 заповедей успешно захватили столицу королевства Камелот, но в финальной битве Эдераса была смертельно ранена Эсканнером. Оставшиеся члены 10 заповедей продолжают посылать своих подчиненных нападать на деревни, чтобы забрать души людей. Прямо сейчас на некоторых людей нападает желтый демон. Несмотря на то, что они пытались сопротивляться, они все равно не смогли сразиться с демоном, потому что он был слишком силен. Пока жители деревни находятся в опасности, 7 смертных грехов быстро появляются и уничтожают 2 белых демонов. Желтый демон бьет сам себя, потому что в него попала магия Гаутера. Стрелок слегка взмахивает топором, чтобы убить демона. Желтый демон немедленно зовет своих друзей, но они быстро погибают с помощью полного контратакующего навыка Мелиоты. После спасения деревни 7 смертных грехов возвращаются в королевство Леона, чтобы присутствовать на представлении нового святого рыцаря. Король выбрал Хаузера, потому что в битве за крепость он храбро сражался, чтобы поднять боевой дух своих солдат,
и рисковал своей жизнью, защищая нацию. Именно эти качества необходимы для священной ночи. Король говорит, что для каждого важно хорошо подготовиться к битве с кланом демонов. В данный момент король и Диана восстанавливают силы в волшебном лесу вместе с Матроной и ее семьей. По какой-то причине у Джурхёт такое чувство, что кто-то тайно наблюдает за ней. Пока все держатся за руки, поют и танцуют, Кинг и Диана внезапно исчезают у всех на глазах. Они переносятся в странное место, где встречают двух членов 10 заповедей – Дролла и Глаксинию. Кинг немедленно призывает медведя напасть на Глаксинию, но тот отбрасывается к скале духовным копьем Глаксинии. Диана тоже сражается с Дроллом и легко побеждена. В конце концов, они оба потерпели поражение от своих противников. Однако Глаксиния призывает каплю жизни, чтобы залечить их раны, и объясняет, что он привел их сюда не для того, чтобы сражаться. Глаксиния рассказывает, что в прошлом они с Дроллом присоединились к клану демонов неохотно. Глаксиния и Дролл хотят обучать короля и Диану, потому что они их потомки. Если король и Диана пройдут испытания, они станут сильнее. Затем Глаксиния произносит заклинание, которое отправляет их на 3000 лет в прошлое. Однако король превращается в Глаксинию, а Диана в Дролла. Пока они оба не знают, где находятся, появляется Мелиодас с крылатой девушкой, внешне похожей на Элизабет, но неожиданно оказывается, что эту девушку тоже зовут Элизабет. Она член клана богини. В этот момент король и Диана осознают, что место, куда их привезли, было континентом Британия 3000 лет назад. Вечером группа обнаруживает, что раса демонов убивает людей в замке. Сцена чрезвычайно жестокая. Мелиодас немедленно взмахивает мечом, чтобы убить нескольких демонов. Внезапно сверху появился более сильный демон по имени Комедиас, член 10 заповедей. Мелиодас говорит королю и Диане, чтобы они не убегали, потому что, поступив так, они нарушат его почитание. Король и Диана вынуждены сражаться. Неожиданно, всего одним движением, король пронзает его тело. Оказывается, Кинг теперь контролирует тело Глаксинии, так что он также обладает силой первого короля. Другой демон, который хочет отомстить за своего друга, также побежден Мелиодасом с помощью навыка полной контратаки. Все демоны уничтожены, но они спасают нескольких выживших. Мелиодас также дружит с человеком. Его зовут Ру. Далее группа ведет выживших в штаб-квартиру Стигмы. Свет Благодати, который является базой клана богини, возглавляет Людосил, один из 4 архангелов. Людосил сообщает всем хорошие новости. Священная война подходит к концу, и клан демонов будет уничтожен. Но Елизавета не хочет идти на войну, потому что она просто хочет, чтобы две расы жили вместе в мире. Однако Людосил считает расу богинь высшей расой, а расу демонов низшей. Несколько дней спустя Диана постепенно привыкает к своему новому телу. Она даже тренируется с гигантами. Кинг узнает, что Джурхёт – сестра первого короля. В это время внезапно сгущаются темные тучи, и 10 заповедей приводят армию демонов к штаб-квартире Стигмы. Элизабет не хочет, чтобы две стороны вступили в войну, поэтому она идет на переговоры с ними. В 10 заповедях говорится, что 1000 членов их клана исчезли, а их слабая магическая сила исходит из этого леса. Таким образом, они подозревают, что клан богини захватил в плен товарищей из клана демонов. Внезапно появившийся из леса гигантский свет удерживает бесчисленное множество демонов, включая сестру Дерири. После того, как Дерири стала свидетельницей смерти своей сестры и товарищей по команде, она больше не доверяет Элизабет. Оказывается, что все это заговор клана богини, направленный на то, чтобы заманить 10 заповедей в ловушку. Затем появляются 2 из 4 архангелов – Арк Тармиэль и Торнадо Сариэль. Они используют Омега-Арк в армии демонов, что приводит к уничтожению демонов низкого уровня. Но 10 заповедей не пострадали. Лэнсбит вызывает адскую огненную птицу для контратаки, но Сариэль не пострадала. Тело Тармиэля было разрезано пополам на галлон, но его тело сразу же восстановилось. На базу клана богини вернулся Людосиль. Однако этот человек не Людосиль, а другой. Нарабаста одурачен магией другого, в то время как настоящий Людосиль все еще сражается снаружи. Другой манипулирует сознанием Нарабасты, чтобы открыть портал и вызвать подкрепление демона. Битва между ангелами и 10 заповедями очень напряженная. Обе фракции постоянно используют мощные навыки против своих противников. Когда 10 заповедей одерживают верх, внезапно появляется Людосил и отправляет Галана в полет. Он легко ломает ходы Манспида и Дерири, нокаутируя их одним ударом. Зная, что им не сравнится с Лудосайлом, они вырывают свои собственные сердца, чтобы заключить договор с королем демонов, высвобождая самые дикие качества в своих душах, известные как Эндура. Артармил и Торнадо Сариэль бросаются на них, но их тут же прижимают к земле. Самый сильный из 4 архангелов – Людосил, который также не может сравниться с Эндурой. В другом месте Элизабет чувствует себя очень опечаленной из-за того, что не может остановить войну между ангелами и демонами. Она больше не хочет, чтобы кто-то пострадал, поэтому она решает снова начать переговоры. Но как только 10 заповедей превратятся в Эндуру, они будут продолжать сеять хаос, пока не умрут.
Элизабет посылает очищающий свет в сторону Манспета и Дери, чтобы спасти их от дьявольского искушения. Увидев это, Людосил собирается воспользоваться возможностью и убить Манспета и Дери, но Мелиодас немедленно останавливает его. Людосил зовет Термиэля и Сариэль за поддержкой, но неожиданно они встают на сторону Элизабет и помогают врагу разоружить поместье Эндерби. После того, как процесс очищения прошел успешно, людоед пользуется моментом, когда никто не обращает на него внимания. Он бросается на них, чтобы напасть, но его останавливает Диана. Людос Каблук зовет Нарабасту, но не знает, что она находится под контролем Галара. В это время Рута и воины-люди внезапно убивают всех фей и великанов. Оказывается, что их главной целью было найти способ проникнуть в штаб-квартиру и убить всех. Король чувствует, что с феями случилось что-то плохое, поэтому они с Дианой быстро бегут обратно. На обратном пути его пугает Гаутер. Король в замешательстве, потому что не знает, почему Гаутер здесь. Гаутер говорит, что он является участником 10 заповедей. Диана плачет и просит Гаутера вернуть ей воспоминания. Диана и Кинг говорят Гаутеру, что они из будущего и подружатся с ним 3000 лет спустя. В другом месте Маласкула думает, что может открыть врата ада, чтобы призвать расу демонов, но Гаутер обманывает ее. Из ворот выходит только мужчина в инвалидном кресле. Он и есть настоящий отец, а отец 10 заповедей всего лишь кукла, которую он создал для общения с внешним миром. Затем появляется отец, чтобы поболтать с королем и Дианой. Он просто хочет получить свободу и поскорее закончить священную войну. Диана говорит ему, что священная война закончится в будущем, что делает Гаутера очень счастливым. Гаутер знает, что скоро умрет, и посылает Долу Гаутеру волшебное сердце, которое поможет ему почувствовать себя человеком. Перед смертью он просит Диану подружиться с Гаутером и направлять его, если он собьется с пути. Диана соглашается и пожимает руку кукле Гаутер. Гаутер также дарит Диане подарок в знак благодарности. На данный момент Рута убила многих людей из расы богини. Она не хочет причинять вред Джерхет, но в той битве она потеряла глаз, крылья и ноги. Оказывается, в прошлом деревня Руты была уничтожена членами клана богини. В то время его не было дома, поэтому он избежал смерти. Это произошло потому, что Ру спасла демона и позаботилась о нем. Он сделал все это ради мести. Король возвращается в лес и видит, что Джархет тяжело ранен. В то время Глаксиния решила убить Ру, чтобы отомстить за его сестру. Кинг не поступил так же, как Глаксиния, поэтому он прошел испытание. Если Кинг и раньше поступал так же, как Глаксиния, его охватит ярость, и он не сможет вернуться. Во время разговора с Дианой Гаутер чувствует приближение палача. Это Зелдрис, один из самых старших демонов в клане демонов. Диана велит обоим собравшимся покинуть это место, пока она не встанет на пути Зелдриса. Диана использует Джига Краш, чтобы атаковать Зелдриса, но Зелдрис уворачивается от них всех и побеждает Диану. Причина, по которой Зелдрис так силен, заключается в том, что его повеление позаимствовать силу короля демонов, чтобы привести в исполнение свой приговор. Зелдрис говорит Диане, что если она не хочет умирать, то ей следует присоединиться к 10 заповедям. В то время, поскольку Дролл хотел жить, он сдался. Однако, независимо от того, согласится Диана или откажется, она будет заключена в тюрьму в прошлом. Неожиданно Диана внезапно просыпается. Оказывается, что она не сдавалась и не боролась, а решила сбежать. Диана внезапно целует Кинга. Оказывается, Диана восстановила свою память благодаря дару Гаутера. У короля на спине выросла пара маленьких крылышек. После 3 лет разлуки Глаксиния наконец-то снова встречает свою сестру. Король и Диана просят Осла отвезти их в Мелиодас. Бан и Мелиодас заинтересованы только в том, чтобы подразнить крошечные крылышки короля. На этот раз они вдвоем возвращаются, чтобы помочь Гальтеру найти волшебное сердце, которое он потерял. Неожиданно оно оказалось в руках короля Бартры. Однако внезапно появляются некоторые образы из прошлого, которые заставляют Галара убегать. Мелиодас призывает участников группы преследовать его. Мелиодас рассказывает, что Галар действительно маг, но из-за своей огромной силы он заключен в тюрьму королем демонов. 45 лет назад Гаутер случайно встретил принцессу Надю, которая является старшей сестрой нынешнего короля Бартры. Гаутер только что проснулся, поэтому он не знал, почему оказался под замком королевского дома. Когда принцесса вернулась, она была очень взволнована и рассказала обо всем своему брату. Гаутер понял, что, похоже, после священной войны он заблудился и попал в это место. Затем принцесса Надия вернулась и подарила Гаутеру книгу сказок. Прежде чем Надя успела рассказать о содержании, Гаутер закончил просмотр. Гаутер рассказывает принцессе Наге, что он всего лишь кукла. Причина, по которой у него были чувства, заключалась в том, что его учитель подарил ему волшебное сердце. Узнав о существовании отца, Бартра помогает отцу работать во дворце в качестве слуги принцессы. Каждый день отец и принцесса были вместе,
Утром читали сказки, вечером танцевали и катались на лошадях, чтобы полюбоваться ночным пейзажем. Со временем они осознали свои чувства друг к другу, но Бартра обладал даром пророчества, поэтому он знал, что его сестре осталось жить недолго. Гаутер также обнаружил, что здоровье принцессы становится все слабее и слабее. Принцесса с детства страдала от болезни сердца. После последнего поцелуя со своим возлюбленным принцесса скончалась в своей постели. Гаутер хотел использовать свое волшебное сердце, чтобы спасти свою возлюбленную, но солдаты неправильно поняли его и обвинили в убийстве принцессы. Позже Гаутер был приговорен к смертной казни. Но только Бартра знала правду, Гаутер этого не делал. В этот момент Гаутер хочет стереть свои болезненные воспоминания, но Диана ему мешает. Диана говорит, что она и 7 смертных грехов помогут ему справиться с этим. Какими бы болезненными ни были воспоминания, это драгоценные воспоминания. И эти чувства исходят не от твоего сердца, а от того, кто ты есть на самом деле. После того, как Диана убедила его, Гаутер наконец смирился со своим прошлым. В настоящее время в столице Камелота большинством людей управляют демоны. Мерлин посылает Орланде представителя вампирской расы на поиски Артура. Но его обнаруживает Зелдрис. Зелдрис использует Орланде, чтобы напасть на Мерлин и серьезно ранить ее. Поскольку Мерлин не хочет, чтобы ее друзья волновались, она ужинает со всеми в тот вечер и делает вид, что ничего не произошло. К счастью, во время ужина они также не заметили ничего необычного. Однако, когда Мерлин хочет вернуться в свою комнату отдохнуть, Мелиода не сводит с нее глаз. Вскоре он понимает, что Мерлин ранен. Мерлин хочет попросить Мелиодаса спасти Артура, потому что он ее надежда. Раны Мерлина становятся все хуже и хуже, так что Элизабет приходится использовать магию, чтобы исцелить его. В этот момент в сознании Мерлина внезапно появляется Зелдрис, который является причиной ее травмы. Зелдрис считает, что именно Элизабет причинила вред его брату. Она перевоплощалась жизнь за жизнью в течение 3000 лет, чтобы снова встретиться с Мелиодасом. К счастью, состояние Мерлина быстро улучшилось. Однако после воздействия магии Зелдриса глаза Элизабет полностью изменились. Согласно объяснениям Мелиоды, у Элизабет пробуждаются воспоминания из ее прошлой жизни. Как только это произойдет, ей останется жить всего 3 дня. Мелиодас решает рассказать всем о своем прошлом и прошлом Элизабет. 3000 лет назад Мелиодас и Элизабет предали свое племя, чтобы полюбить друг друга. Эти двое нарушили приказы богини и короля демонов, за что и понесли заслуженное наказание. Елизавета была убита мгновенно во время своего правления. Мелиодас обнял тело своей возлюбленной и закричал от отчаяния. Хотя Мелиодас был все еще жив, он также подвергся бессмертному проклятию короля демонов. Много лет спустя Мелиодас случайно снова встретил Элизабет. Он бросился обнимать ее, но получил удар по голове. Оказалось, что Элизабет перевоплотилась и потеряла все свои воспоминания о прошлой жизни, пока однажды не появились глаза клана богини. Память Элизабет пробудилась, она вспомнила Мелиодаса и все остальное, но именно тогда началось проклятие. 3 дня спустя Элизабет погибла в результате несчастного случая. Мелиодас снова стала свидетельницей беспомощной смерти своего возлюбленного. Хоуку тоже пришлось прослезиться из-за трогательной истории любви, похожей на кинофильм. В течение 3 лет Мелиодас встречался с Элизабет и видел, как смерть приходила к ней более 100 раз. Он обратился к Мерлину за помощью, чтобы найти способ снять проклятие. В то время Фрадрин был воскрешен с помощью демонопоклонников из Дунайского водопада. Фрадрин принес в жертву своих последователей, чтобы сломать печать 10 заповедей. Однако ритуал не удался. Оказалось, что Фрадрину нужно было принести в жертву кровь кого-то из расы богини. Не зная, что делать, он увидел Лис и узнал в ней представительницу расы богини. Мелиодас побежал искать Лис, но было уже слишком поздно. Она была убита Фраудрином. В ярости он потерял контроль над своими силами и уничтожил Дейнфол. Внезапно он заметил девушку с ребенком на руках. Мелиодас узнал в этом ребенке перевоплощенную Элизабет. Это уже 107-й раз, когда Элизабет перевоплощается. На данный момент больше всего Мелиодас хочет снять проклятие, чтобы Элизабет смогла завершить цикл перевоплощений. Но перед этим он пообещал Мерлину помочь ей найти Артура. Так что на следующий день группа отправилась в Камелот. Добравшись до столицы, Мелиодас увидел, что Зелдрис блокирует ворота. Он немедленно бросился в атаку на Зелдриса, но это ловушка Маласкулы. Все бросились на помощь Мелиодасу, но были остановлены нежитью. Это запрещенное проклятие, которое использует сожаление мертвых, чтобы возродить мстительную душу. Бан и Кинг постоянно уничтожают этих движущихся скелетов, даже ястреб способен уничтожить одного из них. Однако нежить внезапно стала сильнее, что заставило капитана бежать. Даже если нежить будет уничтожена, их негодование не исчезнет. Их ненависть захватывает разум Дианы. Диана теряет рассудок и нападает на своих друзей. Кинг говорит ей успокоиться, но она его пинает. Появляется Хелбрам и говорит, что это он убил их. Оказывается, много лет назад Хелбрам ненавидел людей, поэтому он устроил резню в этом городе. Несмотря на то, что Хелбрам покаялся, души внутри Дианы все еще недовольны.
К счастью, Элизабет пробуждается и помогает Диане очистить ненавистные души. В настоящее время у Элизабет полностью пробудились воспоминания о ее прошлой жизни. Оказывается, Элизабет знала Мерлина с детства, и в то время Мерлин называл Элизабет старшей сестрой. Теперь, когда появляется Маласкула, она решает наказать всех, а не короля демонов, и превращается в гигантскую змею. Она открывает рот, чтобы проглотить Бана, но он успевает вовремя закрыть ей рот. Когда Бан больше не мог этого выносить, кто-то его спас. Оказывается, Элейн спасла его. В другом месте Мелиодас сбегает из ловушки Маласкулы, но затем у него вырастают черные крылья, и он теряет контроль над собой. При виде этой сцены даже Маласкула впадает в панику. Почувствовав опасность, Мерлин немедленно создает барьер, чтобы защитить всех. Бан собирается незаметно напасть на Маласкулу, но, к сожалению, она распыляет змеиный яд на его тело. Это мощная пищеварительная кислота. Тем временем Эскеннер хочет сразиться с Мелиодасом, поэтому он просит Мерлина создать вокруг него барьер. Эскеннер замахивается топором на Мелиодаса, но тот с легкостью блокирует удар. Раны Банна постепенно заживают. Диана использует безумный бросок, чтобы атаковать Маласкулу. Маласкула чувствует, что сила Дианы очень похожа на силу Дролла. Король использует эту возможность, чтобы атаковать ее копьем духа, удивив ее, потому что сила короля очень похожа на силу Глаксиния. Элейн вызывает вихрь, который позволяет Готеру приблизиться к голове змеи и использовать атаку на ее разум. Наконец-то Элизабет избавилась от всех злых сил Маласкулы. Потеряв свои силы, Маласкула превращается в маленькую змейку. В результате она становится объектом исследований Мерлина. Тем временем Эс-сканер постоянно размахивает топором, чтобы напасть на Мелиодаса. Но как только Эс-сканер останавливается, Мелиодас наносит удар Эс-сканеру в живот, отчего тот